Привет, фанаты BTS сегодня. Что происходит, когда две мировые звезды внезапно касаются друг друга тихой ночью? Один телефонный звонок меняет все, это знак возвращения легенды к поп? Тэхён Ви из BTS отдыхает после утомительного дня, полного событий. Внезапно его телефон звонит. На экране очень знакомое имя — Чингук. На самом деле, оба они сейчас проходят военную службу в разных подразделениях. А расстояние и занятость не всегда делают общение легким. «Хён, у меня важные новости», — голос Чингука дрожал, словно сдерживая эмоциональное потрясение. Тэхён, который все еще был в полусне, тут же вздрогнул. Что заставило Чингука позвонить ему в такой час? Что-то случилось. Оказывается, новость, которую принес Чингук, была не просто обычной новостью. Это новость, которая потрясет мир ARMY, фандом BTS, и изменит все. Затем Чингук рассказал то, что стало слабой надеждой для участников BTS и их поклонников. «Хён, в июне мы закончим. Мы сможем вернуться домой». Да, военная служба Чингука и Тэхёна, как и остальных участников BTS, скоро закончится. И что еще более удивительно, скоро они воссоединятся с остальными 6 участниками, воссоединение, которого ждали месяцами. Однако за радостными новостями Чингук не мог скрыть своей печали. «Мне грустно, Хён, оставлять их здесь», — прошептал он, имея в виду своих товарищей по военному подразделению. За эти годы он выстроил с ними глубокую связь, с людьми, которые были с ним в трудные дни солдата. Тэхён медленно кивнул, чувствуя то же самое. Хотя он был счастлив вернуться в мир музыки, оставить военную жизнь было нелегко. Эта новость, безусловно, стала большим сюрпризом для армий по всему миру. После долгого ожидания BTS наконец-то вернутся, в целости и сохранности. Но вопрос в следующем. Что будет дальше? Вернутся ли они с новой музыкой? А как насчет сольных планов каждого участника? Изменит ли военная служба динамику группы? Официального подтверждения от Big Hit Music не было, но источники, близкие к группе, сообщили, что агентство подготовило крупный проект, чтобы поприветствовать BTS. Для Чингука и Тэхёна этот момент — смесь счастья и тоски. С одной стороны, они надеются снова петь и танцевать на сцене. С другой стороны, есть горько-сладкие воспоминания об их военной службе, которые невозможно забыть. «Иногда я чувствую себя странно», — признался Чингук в разговоре. «Мы ушли как айдолы, но вернулись как солдаты. Наши миры разные». Тэхён просто улыбнулся, а затем ответил: «Но мы все еще BTS. Что бы ни случилось, мы всегда вместе». Как только эта новость начала распространяться, даже несмотря на то, что она не была официальной, социальные сети сразу же взошли на ноги. Хештеги «решетка быть с реунионюни» и «решетка елчоми бачкабыц» немедленно стали трендами в Твиттер, с миллионами твитов от фанатов, которые не могли сдержать своих эмоций. «Я плачу». Чингук и Тэхён наконец вернулись. Написал один фанат. Что это значит? Скоро выйдет новый альбом? Я не готов. Прокомментировал другой. Другие знаменитости и музыканты присоединились. BTS — легенды. Музыкальный мир нуждается в них, написал известный продюсер. Это была не просто новость об окончании их военной службы. Это было начало новой главы для BTS, эпохи, в которую они вернутся более зрелыми, сильными и готовыми покорить мир. Но одно было точно — армии не могли ждать. И когда наступил июнь, мир стал свидетелем возрождения королей к-поп. Той ночью, когда небо Сеула было окутано тьмой, а большинство людей спали во сне. Неожиданный телефонный звонок изменил все. Тэхин, проснувшийся от звонка телефона, сначала подумал, что это просто один из его соотечественников, нуждающихся в помощи. Но когда он взглянул на экран и увидел мигающее имя Чингук, его сердце забилось быстрее. Они оба знали, что общение во время военной службы было нелегким, каждая секунда по телефону была драгоценным моментом, за который нужно было бороться. «Хен».
Голос Чингука на другом конце звучал тяжело, как будто он сдерживал что-то большее, чем просто тоска. Пронеслась волна эмоций, которую невозможно было скрыть, и Тэхин сразу понял, что это был не просто случайный звонок. «Я должен тебе кое-что сказать», — продолжил Чингук тоном, который заставил Тэхёна выпрямиться в постели. Затем, наконец, появились новости. Скоро их освободят. Июнь, который когда-то казался далекой точкой на горизонте, внезапно стал реальностью. Эти двое будут уволены из армии, и, что еще важнее, воссоединятся с остальными 6 участниками. Воссоединение, которое всегда было мечтой, наконец-то сбылось. Но за радостью скрывалась невысказанная печаль. Чингук, который обычно был сильным и воодушевленным, на этот раз звучал хрупко. «Я не ожидал, что почувствую это», — тихо признался он. В течение нескольких месяцев он сражался вместе со своими товарищами в военном подразделении. Они были теми, кто наблюдал, как он рос не как мировая звезда Чон Чингук, а как обычный солдат. Разорвать эти связи было сложнее, чем он себе представлял. Тэхён понимал это чувство. Он сам чувствовал то же самое. Военная служба — это не только физическая подготовка или дисциплина, это опыт, который менял взгляд на жизнь. Они приезжали знаменитостями, но возвращались более зрелыми личностями, с бесценными воспоминаниями и уроками. За стенами военного общежития мир продолжал вращаться. Эйяр Муай, которые преданно ждали, даже не осознавали, что момент, которого они ждали, приближается. Социальные сети были заполнены домыслами и ожиданиями, но мало кто знал, что где-то 2 участника BTS поделились радостными новостями, которые вскоре изменят все. Когда рассвет начал наступать, Тэхён и Чингук все еще были на связи по телефону. Говоря о будущем, о музыке, о мечтах, которые были отложены. Они смеялись, иногда молчали, а иногда сдерживали слезы. Это был разговор, который они никогда не забудут, момент перехода между 2 половинами их жизни. Тем временем на другом конце света другие участники BTS также доживали свои последние дни в качестве солдат. Ким Сак Джин, который присоединился первым, начал готовиться к возвращению в мир развлечений. Сообщалось, что Мин Юнги, он же Шугар, закончил несколько новых песен во время своей службы. У каждого участника была своя история. Но одно было точно, все они скучали по сцене, скучали по армии и друг по другу. Новость о воссоединении BTS была не просто о возвращении музыкальной группы. Это была история борьбы, роста и единения. Для армии это было доказательством того, что их преданность и терпение в конечном итоге окупится. Для музыкальной индустрии это напоминание о том, что легенды никогда не уходят, они просто делают перерыв, прежде чем вернуться сильнее. И когда наступит июнь, когда все участники BTS наконец снова будут вместе, мир станет свидетелем чего-то необычного. Не просто концерта или камбэка, а новой главы в истории К-поп. Главы, в которой BTS, несмотря ни на что, еще раз докажут, почему они заслуживают называться одной из самых больших групп в мире. Но до тех пор мы можем только догадываться. Как они будут выглядеть? Привнесут ли они новый музыкальный колорит? Как их военная служба повлияет на их творчество? На эти вопросы ответят только со временем. Но одно можно сказать наверняка: когда BTS вернутся, они не будут одни. Армии будут там, как всегда, готовые приветствовать их криками и слезами радости. Может быть, в этом и есть вся прелесть. Речь идет не только о 7 мужчинах, возвращающихся на сцену, но и о миллионах людей, которые ждали, надеялись и верили. И когда этот день наступит, никто не сможет отрицать: BTS и ARMY — неразделимая история. История, которая, несмотря на короткую паузу, будет продолжаться. Еще прекраснее, чем когда-либо. Итак, вы готовы? Потому что мир вот-вот взорвется. И на этот раз BTS принесут больше, чем просто музыку. Они принесут истории, страсть и любовь,
которые ждали, чтобы ими снова поделились.